Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и интересные слитки. В мастер-классе данные слитки мы будем вязать на размер 35-37. Но сейчас обязательно в начале видео мы с вами разберемся с принципом вязания слитков и какую деталь, сколько сантиметров вам нужно провязать, так чтобы вы могли связать данные слитки на любой размер ноги. Данные слитки мы будем вязать на 2 спицах, и в конце нам останется только вот сшить. Шов получается вот он красивый с лицевой стороны. Вот так выглядит шов с изнаночной стороны. То есть пряжа идет мягкая, ну не знаю, как по мне, мне кажется, ничего здесь чувствоваться особо и не будет. То есть никакого дискомфорта это тоже доставлять не будет. Перемычку у данных слитков я делала вот тонкой лентой. При желании эту перемычку можно будет связать, но это мы с вами разберем в конце видео. Данные слитки мы будем вязать из пряжи Alize Lana Gold. Слитки можно вязать однотонные, можно вязать цветные, вот как я вязала в мастер-классе. Для вязания нам также понадобятся спицы. Я буду вязать на обычных чулочных спицах, диаметр 3 мм. Теперь давайте разберемся с принципом вязания самого слитка. Ширина вот этой детали будет зависеть от вашего размера ноги. Для этого нам нужно знать длину нашей ступни. Ну, во-первых, длину ступни можно измерить, или в интернете есть таблицы. Давайте сейчас вот сюда я вставлю эту таблицу, в которой можно посмотреть, какому размеру соответствует какая длина ступни. Как я сказала, я в мастер-классе буду вязать слитки на размер 35, 36 и 37, так как это идет у нас платочная вязка, и вот она получается эластичная и хорошо тянется. Значит, если посмотреть вот этим размером, какая длина ступни соответствует, то есть 35 это у нас получается длина ступни 22,5, 36 длина ступни 23 сантиметра, и здесь 23,5 сантиметра длина ступни. Теперь мы должны от нашей длины ступни, ну давайте я здесь возьму среднее число, так как разница между ними идет в полсантиметра, то есть 23, к примеру, я беру 23 сантиметра длина ступни. Мы должны или отнять где-то примерно 2 сантиметра, или по-другому можно отнять минус 10%. То есть или это число мы отнимаем, или это число мы отнимаем. Примерно результат будет одинаковый. То есть если мы от 23 отнимем 10%, это у нас получается 20,7. Ну или если мы от 23 отнимем 2 сантиметра, это у нас получается 21. То есть и так посчитать можно или 10% от длины нашей ступни, или примерно это будет соответствовать 2 сантиметрам. То есть таким образом я сейчас должна связать вот эту деталь 21 сантиметр, так чтобы мои слитки получились вот на размер ноги 35-37. Теперь получается, что если вы вяжете, к примеру, из другой пряжи или на другой размер ноги, ну вообще в идеале нужно связать образец платочной вязкой и посмотреть, сколько вам необходимо набрать петель на то количество сантиметров, которое вы в итоге должны получить. Я вязала образец, и по моим расчетам, так чтобы получить вот полотно 21 сантиметр, я набирала в мастер-классе 38 петель. Теперь давайте это все сверим. Вот моя деталь, которую мы сейчас с вами будем вязать, и вот длина у меня, все получилось четко, как и рассчитывала я, то есть 21 сантиметр. Так, потом вот эта вот высота 7,5 сантиметров, перемычка моя вот 5 сантиметров.
Ну вот, здесь, видите, она у нас идет резинкой связана, немножко скручена, поэтому я вот отсюда буду мерить. То есть вот эта вот высота получается 10 сантиметров. Ну и, соответственно, вот эта деталь, вторая, у меня связана аналогично. Я провязывала здесь столько же рядов, сколько и здесь, и в ширину, и в высоту. И поэтому общая вот эта ширина моей детали получается вот 20 сантиметров. Поэтому ширину мы оставляем в любом случае вот эту, то есть 7,5, 7,5 и 5. Ну а что касается длины, у каждого из нас разный размер ноги, то по вот этой формуле вы сможете высчитать необходимое количество сантиметров, которые вы должны вот сделать вот эту вот деталь. И вот после того, как мы с вами разобрались с принципом вязания нашего слитка, разобрались, как высчитать размер вот этой вот детали, исходя из вашего размера ноги, мы сейчас с вами будем приступать к вязанию наших слитков. На 2 спицы обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, мы набираем 38 петель. Здесь единственное какой момент. Желательно, чтобы кончик небольшой остался, так как он в конце нам пригодится для сшивания. Сильно большой его оставлять не нужно. Поэтому вот обычным способом набора, вот с помощью длинного хвоста, я набираю 38 петель. 38 петель я набрала, вот небольшой кончик я оставила, длинный его оставлять не нужно, так как этим кончиком мы будем сшивать вот буквально этот мысок, поэтому сильно длинный оставлять его не нужно. И сейчас мы с вами первую кромочную петлю снимаем, и дальше все остальные петли до конца ряда мы вяжем лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. Первый ряд я провязала, вязание я перевернула на изнаночную сторону и приступаю к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять я все петли буду провязывать лицевыми до конца ряда. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. Таким образом довязываем второй ряд наш до конца. Второй ряд я также провязала, вот провязывала все петли лицевые, и далее мы продолжаем вязать эту деталь, и в лицевых и в изнаночных рядах все петли мы будем вязать лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю петлю в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. Таким образом я буду сейчас вязать вот эту деталь, чтобы высота ее была 7,5 сантиметров. Или я сейчас буду провязывать, чтобы у меня было вместе с этой наборной вот моей дорожкой. Наборную эту дорожку я тоже сейчас считать буду. И вот чтобы с этой наборной дорожкой у меня было 14 дорожек вот из платочной вязки. Сейчас вот у меня их 2. И вот когда мы провяжем, чтобы у нас было вот с лицевой стороны 14 дорожек из платочной вязки, я еще провяжу лицевой ряд, и дальше с изнаночной стороны мы будем запускать наши петли. То есть сейчас каждый из нас вяжет вот эту деталь в высоту 7,5 сантиметров. Ширина этой детали должна соответствовать нашим расчетам, которые вот мы разбирали в начале этого видео. Итак, вот я провязала необходимую высоту вот этой моей детали. Давайте сразу измерим ее в сантиметрах. Ну вот получается, как я и говорила, вот 7,5 сантиметров высота. Смотрите, у меня получилось вот по лицевой стороне вместе с моим наборным краем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 дорожек из платочной вязки. И теперь мы будем запускать часть наших петель. Теперь, как же понять, сколько нам здесь необходимо запустить петель? Примерно, если сказать, это половина петель нужно нам запустить. Здесь, когда я вязала эти слитки, я еще подсчитывала вот эти вот дорожки так, чтобы у меня здесь рисунок красиво лег. То есть, чтобы у меня здесь мое вязание начиналось вот
с лицевой стороны лицевой дорожкой и заканчивалась также вот здесь лицевой дорожкой. У меня здесь идет 1, 2, 3, 4, 5 вот полосок из лицевых дорожек. Потом вот 1, 2, 3, 4 промежутка, это у нас идут 2 изнаночных петли плюс 2 петли кромочных, то есть итого вот этот мой мысок сейчас здесь занял 20 петель. Вот здесь мы с вами набирали 38 петель. Соответственно, чтобы наш здесь рисунок хорошо лег, 20 петель, вот это получается с этой стороны, мы отдаем на наш мысок, и 18 петель мы сейчас с вами должны запустить. Если вы набирали другое количество петель, чтобы проще было ориентироваться, здесь нам необходимо вообще запустить по правилам 11 сантиметров. Все остальные петли мы отдаем как раз таки на наш мысок. 11 сантиметров вот как раз таки в моем случае является ровно серединой, то есть половина петель. Но в данном случае плюс-минус там несколько петель сильно большого значения иметь не будут. То есть в данном случае на мысок наш я отдала на 2 петли больше, нежели вот на вот эту часть моего слитка. Поэтому по изнаночной стороне обычным способом вот запуска, то есть первую петельку я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и ту петлю, которую я снимала, я ее протягиваю через провязанную и спускаю. Опять провязали, протянули через провязанную, спустили. При запуске петель здесь край мы сильно не перетягиваем, так, чтобы он у нас не был сильно перетянутым. Таким образом, мы с вами должны запустить, если вы вяжете по моим меркам, 18 петель, так, чтобы в конце у нас осталось здесь вот 20 петель. Итак, вот здесь у меня осталось 20 петель, и это моя 21 петля. Сейчас, если вы вяжете слитки однотонные, то просто вот последнюю петлю запускаете вот ниточкой нашего основного цвета и дальше будете вязать вот по рисунку, так как я сейчас скажу. Я буду вязать слитки цветные, то есть центральная часть у меня будет белого цвета, поэтому вот сейчас я беру ниточку белого цвета и вот эту вот петельку, 20-ю как раз, вот это 21 петля, я провязываю вот лицевой петлей. И вот эту вот петельку 21, вот я ее протягиваю и спускаю, так что мое вязание сейчас вот начинается с ниточки белого цвета, и вот вместе с этой вот петелькой у меня здесь 20 петель всего. Ниточку розовую я сейчас обрезала, здесь она мне пока больше не нужна, так как я вяжу сейчас ниточкой белого цвета. Первая вот эта петля у нас и будет являться кромочной петлей, и это идет у нас наша изнаночная сторона. Поэтому если я хочу, чтобы с лицевой стороны вот эта дорожка у меня была лицевой, значит кромочную я вот петлю сняла, дальше я вяжу 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых. То есть мы сейчас вот с вами вяжем резинку 2 на 2, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. Заканчиваю вязание вот в изнаночном нашем ряду 2 изнаночных и последняя кромочная петля, ее также я провязываю изнаночной петлей, и вязание я наше переворачиваю вот на лицевую сторону. Теперь мы вяжем только вот эту центральную часть. Вот в моем случае я буду вязать белым цветом, лицевые петли я буду провязывать лицевыми, изнаночные петли я буду провязывать изнаночными. Первую кромочную петлю я буду снимать, последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. Таким образом, если мы будем считать вот по нашим вот этим галочкам белым именно,
Вот раз, мы сейчас с вами вяжем вот на спице второй ряд. Так, чтобы у нас было вот с учетом вот этого ряда, который у нас на спицах, вот раз, два, 14 белых провязанных рядов. Или вот эта часть мыска соответствует где-то 5 провязанным сантиметров. Поэтому сейчас вяжем вот эту центральную только часть резинкой 2 на 2. 5 сантиметров, или я сейчас буду вязать, как сказала я, 14 белых провязанных рядов. Итак, вот я вывязала вот эту часть моего мыска резинкой 2 на 2. Как я сказала, я провязала вот 5 сантиметров. Вот 5 сантиметров. Или у меня здесь вот провязано 14 рядов ниточкой белого цвета. То есть вот идет начало моего вязания, и вот здесь заканчивается по лицевой стороне мой 14 ряд. Вязание я вот сдвигаю, и здесь ниточку от моточка белого цвета я сейчас обрезаю. Повторюсь, если вы вяжете слитки однотонные, то просто продолжайте вязать ниточкой вот основного цвета. И сейчас вот на эту спицу, вот где у меня находятся вот петельки мои, я должна вот в эту сторону, вот по спице добрать то количество петель, которое вот здесь мы запускали. То есть я здесь запускала 18 петель. Петли можно набирать по-разному, то есть можно опять же с помощью длинного хвоста, но я первых 2 петли вот наберу как обычно, вот мы набираем с помощью длинного хвоста, а дальше петельки буду добирать вот таким вот образом. Такие вот скрещенные накиды. То есть раз, два, три, 4, 5, вот вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю вот я снимаю и дальше вяжу все петли лицевые. Петельки вяжу лицевые вот за передние стеночки, так чтобы наши петли сейчас не распускались. Вот раз, два, 3. Вот смотрите, я дошла до вот этого стыка между нашими петлями, то есть особенно вот если вы вяжете цветные, так же как и я. То есть вот последнюю петлю я розового цвета провязываю лицевой, дальше идут петли моей белой части. Вот я сразу же продолжаю вязать. Первую белую вот эту петельку я провязываю лицевой, дальше вот я кончики мои подтяну. И здесь мы сейчас по изнаночной стороне продолжим вязать нашу резинку 2 на 2. То есть изнаночные петли я вяжу изнаночными, а лицевые я вяжу лицевыми. Я сейчас вот вяжу ниточкой розового цвета. Это мы делаем для того, чтобы наши края с двух сторон были одинаковые. Вязание я наше переворачиваю на лицевую сторону, и дальше все петли я буду провязывать лицевыми. Первую кромочную снимаю, и дальше все петли до конца ряда я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. То есть сейчас мы вяжем вот эту часть нашего слитка в обратном направлении. То есть мы должны провязать это же количество петель и это же количество рядов. Петли мы с вами добрали. Теперь мы должны провязать столько же провязанных вот именно платочных дорожек. Итак, я закончила вязать вторую часть моего слитка. Как вот вязание я держу лицевой стороной к себе, и у меня получается, вот давайте отсюда считать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 платочных дорожек. Лицевой ряд лицевыми петлями я провязала. Теперь вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и теперь по изнаночной стороне я буду запускать наши петли. Петли опять же я запускаю вот обычным способом. Вот первую снимаю, вторую провязываю и снятую протягиваю через провязанную. Провязали, протянули, провязали,
Протянули. Таким образом запускаем вот все петли этого ряда до конца. И вот осталась у меня последняя петелька. Эту петлю я вытаскиваю подлиннее, и кончик здесь я наш обрежу. Кончик обрезаем с тем учетом, чтобы нам хватило его сшить нашу ступню. Дальше в нашу вот эту петельку продеваем вот этот вот только что обрезанный кончик. Ниточку я вытаскиваю и петельку аккуратно затягиваю. Перед тем, как приступать к сшиванию, давайте сначала измерим каждую нашу деталь в сантиметрах. Вот получается длина 21 сантиметр, здесь и вот здесь также 21 сантиметр, ширина 20 сантиметров. Более длинный кончик, которым мы сейчас в конце запускали наши петли, мы должны сейчас одеть в иголку с большим ушком. Сшивать петли мы будем по лицевой стороне, поэтому я беру наш следок, два края вот я складываю между собой. Сшивать нашу ступню мы сейчас будем по кромочным петлям. Моя рабочая ниточка сейчас расположена со стороны, которая вот ближе ко мне. Соответственно, я иду на противоположную сторону, и прошивать мы будем, смотрите, если вот здесь сейчас посмотреть, иголку будем вставлять вот за вот эти вот петельки. Вот раз, два и так далее. Вот начало моего ряда, и здесь вот я в кромочные петли вставляю нашу иголку справа налево. Ниточку вытаскиваю и иду на эту сторону. Здесь смотрю следующую мою петлю, то есть здесь вот моя рабочая ниточка, вот моя следующая петелька. Я вставляю иголочку вот за две дужечки петли справа налево. Иду на эту сторону. Здесь вот моя следующая петля, и я вставляю иголочку вот справа налево. На эту сторону ищу следующую мою петлю, вот она у меня, эта галочка идет, две дужки, видите, одна и вторая, вставляю также справа налево. Эту мы прошили, вот следующая галочка за одну и за вторую стеночку кромочной вот этой петли мы вставляем иголку справа налево. Таким образом сшиваем вот нашу ступню до конца. Итак, вот я сшила ступню до конца. Вот так шов у меня выглядит с лицевой стороны. Вот он у меня идет. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Теперь мы этой же ниточкой будем сшивать наш задник. Задник я буду наш сшивать следующим образом. То есть вот моя рабочая ниточка расположена сейчас вот ко мне. И сейчас иголку я буду вставлять. Вот идет кромочная петля. И после кромочной петли идет вот дорожка из платочной вязки. И вот за вот эти вот петельки я сейчас буду вставлять иголку справа налево. Сюда. Затем иду на эту сторону, и вот у меня с этой стороны также идет петелька из платочной вязки, вот она у меня идет справа налево, вставляю иголку с этой стороны, иду на эту сторону, эту дорожку мы прошили, вот следующая дорожка справа налево по лицевой стороне, вот следующая дорожка. Итак, вот я сшила наш задник. Сейчас, после того, как мы полностью эту полосу прошили, здесь сейчас вот так вот постараемся максимально растянуть аккуратно, так, чтобы этот край не был сильно перетянут. Вот. И теперь этот кончик можно уже спрятать вот по изнаночной стороне. Далее в иголку с большим ушком я одела второй наш кончик. И сейчас мы будем сшивать вот этот вот мысок. Сшивать мы его будем точно таким же образом, как мы сшивали наш задник. То есть вот под вот эти вот первые петельки из платочной вязки справа налево я вставляю нашу иголку в одну сторону, затем во вторую сторону.
Вот я прошила наш мысок до белой части. Тоже здесь хорошенечко все подтянули. Видите, все красиво, аккуратно у нас. Теперь этим же кончиком я вот нанизываю на иголку кромочные петли белой части. Вот раз, два. Вот я по кругу продела все вот эти петельки, и теперь вот этот вот часть мыска я аккуратно затягиваю. Тянем так, чтобы затянулась только вот эта вот белая часть. Здесь у нас, чтобы этот край не перетягивался. Теперь вот сюда в центр вставляем нашу иголку и выводим ее на изнаночную сторону. И вот с изнаночной стороны я еще вот несколькими стежками прошью вот эту вот часть и аккуратно нашу ниточку закреплю и кончик наш обрежу. Теперь мне осталось сделать обвязку и вот зафиксировать вот эту часть моего слитка. Обвязку я буду делать при помощи крючка ниточкой белого цвета. Начинать делать обвязку можно или с этого края, или вот с этого. Я вот отсюда начну делать обвязку, то есть я вставляю крючок в первую белую петельку кромочную, вынимаю первую петельку, крючком я буду обвязку делать номер 3 миллиметра. И вот в каждую кромочную петлю я буду вставлять крючок, вынимать ниточку и провязывать. Вставляем крючок, вынимаем петельку и провязываем. Вставляем снова крючок, следующую петельку вынимаем, провязываем. Таким образом вот мы обвязываем весь этот ряд до конца по кругу столбиками без накида. Первый ряд обвязки я сделала, а обвязку я буду делать 2 ряда, поэтому в эти же вот кромочные петельки, вот они у нас сейчас четко видны, мы также вставляем крючок, вынимаем петельку и провязываем ее столбиком без накида. То есть обвязка у нас будет занимать 2 ряда, поэтому второй ряд также довязываем до конца, провязывая вот столбики без накида по кругу. Итак, я провязала второй круг обвязки. Теперь смотрите, в край вот вставляю крючок, вынимаю петлю и сразу же эту петлю я провязываю, делаю еще одну вот петлю подъема, петельку вынимаю и ниточку обрезаю. Дальше кончик вот обрезанный я вытаскиваю и здесь аккуратно это все затягиваю. И теперь по изнаночной стороне и этот кончик также можно закрепить уже. И вот после того, как мы закончили делать обвязку, нам осталось сделать только вот такую вот перемычку. Перемычку я буду делать из вот такой вот ленты. Ширина этой ленты у меня идет 1 сантиметр. Лента эта идет вообще такая не атласная, а как репсовая, наверное, она называется, вот с таким вот рюлексом. При желании эту полоску, к примеру, можно связать айкордом просто. Поэтому здесь это уже на ваше усмотрение. Как я сказала, я буду делать это вот такой вот лентой. Эту ленту я должна продеть в изнаночную сторону. То есть вот сюда я сейчас в серединку буду вставлять один край ленты. То есть не в дырочку эту, а чуть выше. И ровненько, ровненько, ровненько вот над нашей обвязкой, вот сюда, в эту дырочку я буду вставлять нашу ленту. Вот с помощью крючка я эту ленточку продела вот на изнаночную сторону, вот с одной и с другой стороны, видите? Теперь мы должны это сжать, ну так, чтобы это выглядело красиво, конечно же. То есть не со всей силы, а ровненько, чтобы полосы не были сильно перетянуты. Вот, допустим, таким образом, вот. И по изнаночной стороне, когда вы там вот ровненько вот так сжали, мы эту ленту вот так складываем. Кончик здесь я сейчас обрезаю лишний. И сейчас вот обычной швейной ниткой
этих два края ленты я сошью между собой. Смотрите, еще при необходимости эту ленточку можно вот в этих местах также тонкой швейной ниточкой зафиксировать, так, чтобы она не крутилась. Ну и если здесь отверстие, к примеру, у вас где-то получилось большое, тоже можно швейной ниточкой это отверстие вот аккуратненько поджать. Итак, друзья, надеюсь, данное видео для вас было понятным и полезным, поэтому поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.